чем приходят люди, да? Они приходят за деньгами, а на самом деле они не хотят идти в отношения. То же самое вот про научную деятельность. У меня было очень много навешанных шаблонов, очень много навешанных обид, которые тянулись от родителей. Давай, ну давай, предлагай свои услуги. Что чувствуешь? Ну, давление. Потому что им даже не дают права открыть рот. Они мстят мамкам через женщин, с которыми они встречаются. Женщинам даже нельзя было смотреть мужчине в глаза. Женщина обиженная — это опасная женщина. Когда стояк у мужика падает, я сама, да, ты и все. Вот, поэтому сексом правильно тоже надо заниматься, уметь правильно заниматься. Кто-то узнает, боже мой! Стоят эти магазины с этими девушками, как бы, Ага, на красные показ. фонари, да. Всем привет, друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек, который является мостом между наукой и духовностью. Также она занимается более 6 лет научной деятельностью в области социальной робототехники, как мы поняли. Вот, что еще? Она является коучем, тренером, энергоцелителем и просто суперчеловек. Так что приветствуйте, Анастасия. Я сама себе даже захотела похлопать. Где же этот волшебный человек? Вот же он, да? Спасибо за такое классное представление. На самом деле, впервые меня кто так представляет, но очень приятно слышать такие слова. Да, все верно ты подметил. Я действительно занимаюсь научной деятельностью, почти уже 7 лет. На самом деле, но в области социальной робототехники это вот более 6, почти 6,5 лет. То есть вот как я переехала в Корею, вот так и начался мой путь именно research and development, да, то есть на русском это, наверное, niche будет, научно-исследовательская часть, вот. И параллельно с этим у меня как раз-таки появился вопрос к себе, кто же я, кем я хочу заниматься, потому что, я признаюсь уже не в первый раз, открыто говорю об этом, что вообще сама цель вот этого переезда — это было больше, наверное, доказать маме, папе, что смотрите, какая я классная, я могу, и нахер вы мне сдались по принципу. Такой, знаете, юношеский максимализм. Вот. А когда я уже переехала сюда и полностью начала с самого первого дня прибытия содержать себя и быть полностью, брать ответственность за себя, да, то тогда я поняла, оказывается, взрослая жизнь не такая легкая, как хотелось бы, да. Вот, то есть на самом деле, вот когда я переехала, меня накрывали разные состояния. То есть первое состояние — это вот сепарация как раз-таки, такое тяжелое, что я тут без семьи, без друзей, без знакомых, все надо заново выстраивать. А потом это перетекло постепенно в понимание, что я просто забыла, кто я есть на самом деле, чтобы как раз-таки можно было начать свой путь именно как коуча, целителя, человека, который работает с людьми, который готов отдавать им и который вот как раз-таки хочет помочь другим, да, то есть не заставлять там улучшить жизнь клиента, как это из эгоистичной позиции многие эксперты делают, да, чтобы самоутвердиться и сказать, смотрите, какой я, вот, а именно из состояния, что я хочу помочь людям обрести себя, убрать тот хлам, который они нацепили на себя, да, со временем, вот за какие-то годы, и как раз-таки пойти в свою реализацию, в свое предназначение. И даже многие люди знают свое предназначение, но они сидят и такие, а может не время, может не сейчас, и вот какие-то страхи, сомнения, а что там подумают за меня, да, из-за этого человек просто сжимается, как это было у меня, кстати, и это была первая из причин, наверное, больше года назад, почему я вообще ушла в более глубокую историю, нежели чем я была до этого. Потому что у меня пришло вот это вот состояние, и, наверное, вы с ним тоже сталкивались, когда ты чувствуешь, у тебя потенциала вот столько, а тебя посадили вот в такую клеточку, дали еще ключ от этой клеточки и сказали, сиди тут, потому что в Корее это принято. Да, быть маленьким, чувствовать себя маленьким и Есть такое, ничтожным. да. Но это их история, это же не наша история. Даже если мы где-то, как этнические корейцы, например, у меня есть клиенты, они связаны с корейской вот культурой, с корейскими корнями, да, это вот родовая история, мы, может, еще и зайдем во время общения в этот момент. Они часто сталкиваются с тем, что у них конфликт внутренний идет, и они вроде хотят соответствовать корейцам,
как происхождению первоначального своего рода, но при этом в них еще и другая культура заложена там, где они выросли. Так и И у есть. них идет вот это вот внутренний конфликт, борьба, и они в итоге истощают себя и чувствуют себя, вот как я называю состояние унылого говна, которое скоро завоняет. Я сама в этом состоянии была, я знаю, о чем идет речь, да. И действительно, вот этот переход, когда я осознала, что потенциал вот такой, а меня посадили вот в такую клеточку и сказали, все, сиди как корейцы, все сидят молча, да, то я решила, что все-таки нет, я с этим не согласна, я хочу большего, у меня большой потенциал, и как бы я хочу делиться этим потенциалом искренне от всего сердца. И я понимаю, что не каждый поймет, о чем я говорю, но это дело времени. Сейчас просто другое время, на самом деле, да, то есть, с одной стороны, я могу начать, да, историю, что вибрации Земли поднялись, надо за ними стремиться, это так и есть. Ну, то есть, если на Дэвида Хокинса перейти, в его исследовании показано, что люди в определенных эмоциях имеют определенный запас энергии и осознанности. И чем ниже, тем ближе к Земле ты становишься, и скоро тебя положат в коробочку, да, под названием гроб. Вот. А если ты все-таки берешь инициативу в свои руки, ты берешь ответственность за свою жизнь, то ты начинаешь подниматься постепенно вверх, и у тебя другой образ жизни начинает запускаться. То есть то, что вы, например, тоже сделали, вы перешли из нижних этажей вибраций, да, и эмоций, например, как апатия, депрессия, вот это вот, знаешь, гнев, злость, вот эта гордыня, что типа мы круче всех, вот выкусите вот так, да, вы можете замазать потом это, но все же, вот, выкусите, я такой классный, да, и вы перешли в смелость и нейтралитет, вы поняли, что да, перейдя вот эту отметку смелости, я могу творить больше, я могу создавать больше, и вот как раз-таки вы перешли вот туда повыше. И то, что вы делаете из любви к своему делу, это и есть показатель того, что вы на правильном пути. А часто люди вот игнорируют реакции тела, и начинается вот это вот типа, да, я болею, да я вообще тут, наверное, просто в стрессе. А это не стресс, это просто тело сигнализирует, что ты не туда идешь, человек. И я тебя заставлю все-таки вернуться на свой путь. И по-разному это начинает происходить. Но я думаю, мы еще поговорим об этом, да. Но это если вот коротко, то моя мотивация — это вот помогать людям возвращать себя себе и делать это вот, ну вот прям берите, ну вот берите не хочу, да, по принципу, но не каждый это готов взять, потому что это более такая глубокая история, и не каждый готов в эту историю занырнуть, потому что там много подводных камней. Ну, мы Получается, попробуем сегодня взять. ты как бы сама пробудилась и поняла, что у тебя есть... Я с 11-12 лет начала вообще в эту тему смотреть, да, то есть я видела, какие истории в семье были у меня. Моя мама потом, когда мне было 13-14 лет, она тоже начала больше литературы приносить про саморазвитие, то есть Синельников там появился, да, Зеланд появился дома. Я начала это читать, книга «Секрет», да, там фильм есть «Секрет». Я начала это все, вот меня потянуло в философию, и потянула в эту историю, чтобы понимать вообще, зачем мы здесь, для какой большой миссии каждый из нас здесь. А оказывается, каждого миссия — это служить людям. И ну, не причинять добро, но я называю причинять добро — это заставить эту мразь измениться в лучшую сторону, да. А именно вот не через манипуляции, вот с любовью сказать, знаете, вы можете лучше жить, вы можете большим стать, и вы можете действительно раскрыть свой потенциал и нести благо этому миру. Но многие думают, что нести благо — это вот как Илон Маск, да, глобальную миссию создать. Нет, можно и не глобально нести добро и служить людям, например, вот в каком-то сообществе, да. То, что вы делаете, создание подкастов, это же тоже своего рода миссия. Да. И вот кто увидит, значит, они готовы это увидеть. А кто не готов еще увидеть, значит, в их поле это не появится даже. Немного поправочку внесем. Ну, не поправочку, а заметочку такую. Вообще осветим, что наш подкаст людям дает, да? Да, давай. То есть мы как раз-таки то, о чем ты говоришь, мы сами начали этим заниматься, то есть развитием, ну, саморазвитием и так далее. И поняли, что люди абсолютно, ну, не абсолютно, 90% людей не хотят как будто этого знать, про финансовую грамотность я имею в виду. И мы решили тоже с людьми делиться, знаешь, учить этому. Поначалу просто это так началось, мы создали вот канал, и вот сейчас уже освещаем это на подкастах и показываем на собственном примере, что мы делаем, что люди могут повторить это, вот у нас нету ничего.
вы можете повторять за нами, и мы идем к этому пути, к миллиону долларов. Ну, это так, немножко вульгарно, может, звучит, но вот такая вот цель. А что в этом вульгарного? Я, например, ничего не вижу А, вульгарного, потому что деньги, большие деньги — это эквивалент ценности, которые вы даете людям. Ну, это, знаешь, некоторые люди могут так воспринять, чтобы не Они задеть... воспринимают, извини, перебью, они воспринимают свои запреты через тебя, либо через вас обоих, да? Мгм. Они себе не позволяют даже этого желать. А что ты себе тут позволил? А ты тут такой парниша, ты что, на заводах не хочешь пахать? А ну-ка, пошел. Вот, есть такое, да. Ну, это все, вот видишь, перетекало как бы еще от родителей, Мгм. от семьи твоей. Ты тоже берешь пример, как бы, как у тебя в семье это было. И потом, когда ты растешь, и твое мышление меняется, и ты понимаешь, что, оказывается, жил все это время, не потому, как тебе хотелось. И вот этот вот, как это, борьба вот эта с собой, многие ее проигрывают. И, в целом никак не проявляются по жизни. А у нас так получилось, то, что мы вдвоем, и мы друг друга поддерживаем в этом, и нам как-то легче. И мы решили, давай попробуем, что здесь такого? И так вот Спрос не бьет в так и нос по получилось, принципу, да. И со временем мы начали понимать, что ничего в этом такого нет, и это офигительно, и очень странно, что многие люди даже, стесняются себя. А на самом деле нас много, больше, сколько, 8 миллиардов людей, и все мы разные, и мы можем показать каждый себя, Да. потому что в каждом есть что-то такое необычное, что нас отличает от других. И поэтому наш подкаст несет такую, как сказать, не миссию, просто мы оповещаем людей о том, то, что, смотрите, есть люди, которые не просто сидят там на заводе, но и как-то развиваются, Мгм. проявляются. Вот сейчас наше окружение кардинально поменялось, и в основном все люди как-то проявляются. Это вообще удивительно. Вот так вот по щелчку произошло. Просто мы посетили мероприятие, и все, и познакомились, и закрутилось. В итоге мы поняли, что да, мы должны это делать, и все это вот под нас прям стелится, как дорога возникает под ногами идущего. Вот Да. мы свою дорожку как бы стелим. Вот. Думаю, что... я не думаю, я знаю, что это полезно будет, поэтому мы здесь. В общем, простыми словами, чтобы долго не это, наша фишка в том, что обычно как люди показывают уже со стороны, когда всего добьются, и вот показывают, вот я сделал вот это, вот смотрите результат. Да, никто не показывает путь, и через что каждый вынужден был пройти. Мгм. Вот моя, кстати, концепция тоже. Я показываю свой путь, Мгм. и вот уязвимость — это вообще такая тема, которую не каждый готов показать. И даже я в свое время, я боялась показать свою уязвимость. Я тогда что, слабый кусок говна, либо что, да? Вот. Действительно, с такой историей сталкиваются многие, что они боятся показать: смотри, я тоже где-то глупость сделал, где-то ошибку сделал, а где-то наоборот. Открыл рот, сказал одно слово, да, вот как я тебе написала, да, просто написала. Ну что тут такого я сделала, вау. А там, оказывается, открыть сраный рот и просто Не говори. сказать, Прям понимаешь? аж мурашки. Вот, и пошли. то, что вы делаете, да, и то, что вот ты сказал, тоже по поводу того, что перед ногами стелется, все подтянулось, потому что вы уже готовы к этому были. Поэтому оно и кажется, что, о, смотри, все пошло. Вы-то тоже где-то себе что-то позволили больше, Конечно. и это со временем интегрировалось в вас и стало частью вашей новой личности, правильно? И если бы у вас этого не было, к вам бы люди не потянулись. Но это человек, который работает с В людьми, общем, который это видит это все. закономерность, да, такая. Да. То есть, если ты не готов, тогда тебе Вселенная скажет: пока ты в себе не поправишь некоторые аспекты, я тебе ничего не дам, потому что это будет разрушать тебя и разрушать людей вокруг тебя. Как есть прекрасная фраза: Вселенная не спонсирует смерть, она спонсирует жизнь и счастье. Вау. А кто эту фразу сказал? Мои коллеги, с кем я взаимодействую в общем, так сказать, поле, то есть я слышала это и от своего наставника Константина Довлатова, его, к сожалению, уже нет, последние 4 года, вот как 4 года назад он скончался, до короны, вот, Юлия Ивлеева, та же женщина, которая, вот, может, слышали, метод создала, но она не создала его, она как бы по факту
вытянула выжимку хорошую из Тальписа, вот, поэтому у нее свой метод такой создался, да, то есть она через разрешающие фразы работает с подсознанием, что-то принимает, то есть это как, если вот говорить бой с тенью, то есть принять свою тень, потому что борьба со своей тенью, она только заберет энергию. Она не даст энергию, она только заберет ее. Вот тут такая же 100%. история, да. И как бы, когда ты осознаешь, что действительно нам ничего не дается не потому, что мы какие-то бракованные, сломанные, а потому что наша картинка мировоззрения, она пока разрушающей может быть для нас в первую очередь, и потом уже для людей. И вот представьте, если человеку депрессивному, с долгами дать $1 000 000, что с ним станет? Вы, наверное, видели очень много информации в интернете, как люди все равно возвращались туда, где они оказывались. Конечно, да. Либо как бомжу, например, подойти на вокзале и сказать: вот тебе квартира, вот тебе работа, главное, давай, топи, Вася, это и есть причинение добра. Вот, то есть ты человека берешь и играешь в Бога с ним, а это потом тебе прилетает, и он тебе, этот же бомж, еще с вокзала скажет: слышь ты, кусок говна, иди сюда. Я тебе сейчас расскажу, что ты мне сделал. Ты мне еще хуже сделал. Потому что сам мужчина, либо женщина, да, бедный, там, кого-то подобрал и решила себя классным сделать, они тебя не просили. И запроса не было. И в моей практике я тоже научилась вот в эту историю, да, играть, давайте так назовем. Потому что раньше, например, и многие специалисты, помогающие профессии, они сталкиваются с эгом. Они все сталкиваются с эгом. И кто-то заигрывается надолго, а кто-то просыпается такой: нет, так не надо. Я не Бог, я не могу всем помочь, я не могу кого-то заставить пойти в эту историю. Это чисто их выбор. И я видела даже в нашем вот социуме, да, в нашем окружении, в котором мы познакомились, я видела таких людей, которые играют дальше в Бога даже за годы практики. Я, например, очухалась 2 года назад, и я сказала: ну его нахер, я не буду в это играть. У меня свои задачи, я человек, я не Бог, я не буду никого там вытягивать за волосы. Ты только сам можешь себя со дна вытянуть за свои же волосы. Вот, Правильно. поэтому причинение добра, непоправимого добра, либо зла, это все равно включение в чью-то родовую систему, и ты не свои задачи уже решаешь, а ты задачи рода этого другого человека начинаешь решать. А прикиньте, человек с помогающей профессией идет такой: давай я тебя исправлю, брат, эй, давай. И вот представьте, какая ноша на него накладывается, потому что он неправильно взаимодействует с другими системами. То есть он сразу говорит человеку, что с ним что-то не так. Ну, прикинь, да, я прихожу к тебе и говорю: слышь, у тебя что-то волосы не такие, как я хочу, давай-ка ты блондином станешь, ты меня куда пошлешь? Ну да. Ну, может, первый раз улыбнешься, скажешь: ой, ну приятно, спасибо, ха-ха-ха, а потом такой: слышь, девочка, дверь там, иди на 3 веселых, да? Ну да, мы с Севой неоднократно, кстати, обсуждали вот эти темы, то есть то, что мы загорелись чем-то, мы начинаем развиваться, что-то, а есть окружение близкое какое-нибудь, которое не хочет или, ну, не понимает. И то есть как? И пришли к тому, что, ну, походу, не надо трогать. И, правда, я не знал, не было ответа конкретного, нужно ли помогать, пытаться свою энергию тратить и внедряться в чужую жизнь, либо оставить как есть, пока что он сам не придет к этому, к примеру. И вот после моей речи, как думаешь, надо ли? Теперь все уже очевидно. Надо ли? Да. Да. Теперь все очевидно. Лучше никого не трогать, не играться в Бога, так скажем, как ты сказал. Необходимо просто жить в принятии судьбы другого человека, его выборов, да, как бы больно это ни было, но спасать никого не надо. Иначе это будет вот это вечный круговорот, вот это агрессор, жертва, спасатель, да, и пока ты сам не возьмешь вот свою жопу и не достанешь из этого круговорота, да, ничего не будет меняться, так и будут попадаться те, кто все равно будет: ну, мне так херово в жизни, вот мне дай $200, я все разрешу. Либо одолжи деньги, да, я хочу вот срочно разрешить вопрос. Не-не-не, дорогой, ты создал эту ситуацию, возьми ответственность за свою жизнь и разрешай собственными силами. Вот и все. То есть ты работаешь с людьми, которые уже созрели и пришли к тебе с запросом, или как это работает? Смотри, ко мне даже приходили люди, у кого есть деньги, но кто проявил себя, например, не очень экологично. Например,
чувство доверия, например, полностью отсутствует у человека. Мгм. К другим людям как бы вообще, ко всем. В априори к миру. И я знаю, откуда это идет история, да, то есть это перинатальная психология, это моменты родов, да, это моменты с мамой, потому что мама — это первый мир, который вот, это Бог для ребенка до определенного возраста. Мгм. И когда я вижу такую историю, человек просто отрезает себя от всех, включая своих близких, свой род. Он говорит: все, я никому не верю и всех буду подозревать. Вот оно мне, да? На кой человека вводить вот в состояние доверяй, доверяй. Я потрачу силы, и он доверять не научится. Да. И сколько бы у него денег не было, я не возьму такого человека в работу по одной простой причине, потому что я затрачу больше энергии на то, чтобы его переубедить, а я в доказательства не хочу играть. Мгм. Я не ребенок, который должен доказать кому-то что-то. Я человек взрослый, я ценю свое время, свою энергию. И я считаю, что пока человек сам не решит, что все, с этого момента мне надо, ну хотя бы с надо начать, да, Мгм. либо взять ответственность, сказать: я принимаю решение доверять этому миру. Вот тогда это начинается взрослая история. Мгм. А пока человек такой: ну, я не знаю, а ты мне докажи. Это детская игра. Ну, типа, а ты докажи, что солнце желтое, да? Мгм. А может, Сразу оно как бы в позу. фиолетовое, да. Ну, то есть ты сразу спускаешься на уровень ниже, а осознанные люди в такое не играют. Ну, типа, кому я должна что доказывать? Это же его проблема. Если он готов с этим разбираться, welcome. Если не готов, пожалуйста, значит, я тебе не подхожу. Я не уверена, что ты ко мне даже придешь. А сидеть переубеждать кого-то, я считаю, что это детская позиция. А у детей ни денег, ни отношений, ни секса, ничего нет. Поэтому кому тут что доказывать, правильно? Я беру обычно людей, те, которые чуть-чуть уже повыше, чем уровень жертвы, Мгм. потому что такие люди хотя бы чуть-чуть осознают, что им надо что-то менять в своей жизни. Они не пытаются там играть «а докажи», да, вот. А есть, например, у меня был опыт, когда я в работу брала с уровня жертв людей, когда я сама в такой ситуации была. Ух, как мне не понравилось. Я потом еще на операционном столе через недельку оказалась, я такая: не-не-не, я в это больше играть не буду. То есть они реально берут очень много энергии, но они ничего не меняют. И даже находят деньги на оплату работы и все такое, но я вижу, что там человек пока не готов воспринимать то, что я говорю. Там еще вот это вот, знаете, уровень ребенка обиженного, который проекцию родителей на меня накидывает и такой: вот, мне так плохо, и начинается магнолия, магулия, говнолия, да, вот эта Это история. вот эта ситуация, когда там личный психотерапевт там десятилетиями с одним человеком работает, что-то такое, да? То есть им не нужно как бы лечиться, а просто кому-то прийти, пообщаться, и они вот к этому привыкают. Именно так и есть. Вот мой наставник, у которого я обучалась, он говорил всегда на наших занятиях, что психологи и психотерапевты обычно это самые больные люди. Ну, как бы сейчас там оскорбительно для моих коллег не прозвучало, но так и есть. Но как бы они не решают запрос человека, Мгм. они решают свои проблемы через его боли. М. Понимаете, в чем прикол? То есть к психологу ты когда приходишь, как у них идет расценка? Вот вы были у психологов? Нет. А были ли знакомые, предположим, были ли знакомые, кто ходил к психологам? Да? Что вы слышали о них? Ну, в общем, я изначально скептически относился. У нас бывали, ну, как бы у всех бывают в личных, ну, отношениях какие-то проблемы, там, недопонимания. И она мне все время предлагала: давай попробуем. В итоге она не стала меня ждать и сама в Правильно. одиночку, да, как бы разобралась с какими-то там нюансами. И, ну, я понял то, что это реально работает. Но я, видимо, еще не созрел. Или у нас все вдруг наладилось так. Но мне кажется, стоит попробовать, потому что, ну, это сейчас как в тренде, да. Многие люди вот прям советуют психологов, у каждого там свой личный психолог. Я думаю, нужно это попробовать тоже. Я тебе сейчас спойлер дам. Психологи работают, во-первых, в одной только плоскости, в рамках этой жизни. Ну, чуть-чуть кто-то где-то научился с родом работать, все. Я не спорю, психология помогает. Она помогает разгрести тот срач, который набрался за годы жизни в этой жизни.
и все образы, которые подсобирались от родителей, на родителей и от других людей. Да? Но прикол в том, что, например, я работаю не в рамках только этой жизни. Я работаю на уровне души, реинкарнации и рода. Вот Опа, интерес сразу появился. Сразу вопрос, да, возникает Да, такой. поэтому как бы я не работаю чисто как психолог, и даже психологи, они не могут работать на таком уровне, и они подходят как вот эти люди-мосты от непонимания, что такое психология, до понимания, а что может сделать коуч. И вот если взять даже того же Осипова, он и с психологом, и с коучем работает. Ну, все Осипова знают, я считаю, что это не надо представлять кого-то, да. Ну, он всегда Вот, был таким да. любителем тонких материй. Но он такого. сейчас больше на религию переключился, и я его за это уважаю. Он тоже начал говорить те вещи, которые я в декабре в ДАО на выступлении говорила, да. Вот, но наша Вселенная, она не в одной плоскости находится. Есть 7 уровней Вселенной, я отдельную книжку могу потом посоветовать, если кому интересно, да, будет. Вот, и когда ты начинаешь ее читать, ты по-другому начинаешь смотреть на мир, на самом деле, и ты понимаешь, ну, я как человек, который работает уже не первый год с этим всем, я понимаю, куда можно залезть, куда можно даже в инопланетную реинкарнацию залезть, ну, настолько. Ну, то есть видели людей, которые такие прям... Я не могу в этом мире найти своего человека, вот такие прям с крашенными волосами, либо вот с каким-то таким вау-видом, да, который прям, ну, не от мира сего, по принципу, да. Есть некоторые, которые рептилиями там становятся. Но это, кстати, травматика больше из перинатального периода, когда травма уникальности, вот. 2 человека с травмой уникальности сидят в этом, да, ты не татуированный? Нет. Повезло тебе, травмы меньше было у тебя, вот. И я это к тому, что психология — это такой, знаете, переваривающий процесс, но это не сильно быстро трансформирующий процесс. То есть новые нейроны быстро там не будут создаваться. Второй момент, причина, почему я спросила, а к психологам кто ходил, у них расценки идет обычно расценка часовая. И сессия одна — это 1 час. В моем случае я работаю дольше. Во-первых, есть запрос, и если я вижу, что там несколько аспектов, которые необходимо проработать, тогда мы разбиваем на несколько встреч, и пока вот это вот первая, например, подтема для разрешения запроса клиента не разрешена, мы работаем до разрешения этого процесса. Сколько бы встреч это ни заняло? Или например, да, нет. Например, как у меня, например, какие-то аспекты тяжко идут, и мне необходимо, например, на проработку, например, образа мамы, ну, я утрированно, да, образа мамы, вот у меня маленькая энергоемкость, 3 встречи по 2 часа. И это и есть у меня вот этот вот подход, что я не работаю 1 час, типа, иди, Вася, да, ты поднял всю травму, да, вот как психологи делают, они поднимают травматику прошлого, и человека выпускают с этой травматикой. И ты иди там да, сам а потом разбирайся. эти люди, они такие, я потерян просто, ну, начинается вот это, либо начинают накидываться на других. Поэтому как бы я считаю, что когда ты выбираешь себе специалиста, необходимо посмотреть, а как он работает. Выпускает ли он тебя с травматикой, умеет ли он с полем взаимодействовать, умеет ли он пока завершать процессы, потому что в расстановках, то, что сейчас тоже популярно, и ко мне начали вот на этой популярной волне приходить люди, я хочу с деньгами расстановку сделать, и такая, ну хорошо, но ты же понимаешь, что одной расстановкой ты не отделаешься, это раз, а во-вторых, чтобы делать расстановки, необходимо это делать корректно. А когда человек не умеет корректно делать расстановки, он человеку, во-первых, навешивает чужие сценарии, как заместителю поля, да, он человека выбрасывает из его поля, Так. и начинается вот эта вот история, да, то есть то, что человек некорректно потом выходит, у него оттоки, наоборот, появляются, а не притоки. А надо уметь работать с полем, надо уметь отрезать вот эти хвостики, которые могут создаться во время работы. Например, там могут родовые аспекты подняться, да, предка, и ты, когда работаешь с этой историей, тогда у тебя появляется такой момент, что, ну, предок появляется в твоем поле, но он же уже мертвый, и это тоже надо корректно все завершать. А расстановщики, они такие, поиграемся в игру, кто тут бог? И я как бы, когда увидела это, такая, ё-моё, хорошо, что я так не балуюсь с жизнями других людей.
Поэтому у меня как бы и есть такой вот свой поток клиентов. Может, он не такой, как у Осипова, например, да, пока еще, но как бы я туда стремлюсь, да, масштабно помогать людям, но у меня нет вот этого вожделения, давай побыстрее это сделаем. С людьми я работаю больше с идеей помочь им разрешить все травмы, которые они готовы сейчас отпустить, и я работаю таким образом, что вместо вот этой боли, которая там была после исцеления, туда запускаются те ресурсы, которые были необходимы в той ситуации. И по факту человек, когда интегрирует эти ресурсы, он выходит новой личностью. Он расцветает как цветочек. Вот. И он идет вот покорять мир, как я это называю, да. Вот. Поэтому как бы, когда люди начинают работу со специалистами, кто-то готов пойти в ту глубину, в которую я могу проводить, кто-то не готов, и это тоже нормально. И как бы было бы неадекватно, если бы я сидела и их переубеждала. То есть эти агрессивные продажи, как их еще называют, да. Но у меня такой идеи нет. Я лучше экологично пойду, нежели я пойду вот агрессивно всовывать такой, ну купи слона. Все говорят, не хочу, а ты купи слона, да? Все так говорят, да. Да, и вот расстановками мы закончили разговор, что расстановки тоже необходимо учиться проводить корректно, не играясь в Бога. Вот, я не знаю, вы можете это вырезать, можете как угодно это сделать, да, но когда мы с вами на мероприятии встретились, я считаю, например, мое личное экспертное мнение, что это было неуместно, то, что спикер проводил там. Неправильное место, люди под алкоголем, неправильная вообще все вот эта вот организация. Я считаю, что это и была вот эта вот неэкспертная история, когда человек просто хотел показать, смотри, я, конечно, так умею, но он это сделал неуместно. Человек под Поэтому- алкоголем, который на сцене оказался. Да, и как бы вообще вся аудитория, которая сидела, она часть была под алкоголем, даже за нашим столом. И как бы в такие вещи не идут под алкоголем. И у меня главное правило для клиентов, что за 24 часа хотя бы не пить. Чтобы мозг не был в тумане, как бы. Да? Прикол в том, что алкоголь забирает очень много энергии. И вот про ту шкалу, которую я говорила в начале Хокинса, да, Дэвида Хокинса, кстати, опять же, «От отчаяния к просветлению» — это та книга, которую я всем рекомендую прочесть. И вот Майкл Ньютон «Путешествие души» — это чтобы не было вопросов по реинкарнациям и как это все влияет на нас. Вот. И когда человек употребляет алкоголь, он, во-первых, отключает все чувства неадекватности, он чувствует, что он расслабился, но он, наоборот, проседает в эмоциях и в энергии. И чтобы восстановиться, по факту, более 40 дней надо организму от одного приема алкоголя. Полностью, как бы. Полностью, чтобы очистилось и все было окей. Я, например, человек, который вообще не пьет. Вообще. Мы уже знаем. Я трезвенник-язвенник, да, вот. И я всегда прошу своих клиентов это хорошо выспаться перед сессией, чтобы быть в ресурсе, чтобы не выпивали и чтобы пили больше воды. Почему? Вода как раз-таки, она очищает все шлаки, токсины, да, и немножко дает больше... Вот когда делаешь мускульный тест, то есть это кинезиология идет, да, когда делаешь мускульный тест, чтобы мышцы не были вот такими вялыми, да, либо непонятными. Вот, поэтому это очень важные такие аспекты, а многие, когда даже в психологии занимаются с психологом, они могут бокальчик-два пропускать, и я считаю, что это, В момент сессии. ну, слава богу, не в момент сессии, а после там, да, чтобы загасить вот то, что поднялось, да. Вот, то есть я считаю, что все должно быть уместным, и специалисты не должны играть в Бога со своими клиентами. И это моя главная ценность в моей работе. Вот пускай сколько хотят люди закидывают меня говном и комментариями, но я считаю, что так человек должен работать. Он не должен играть в Бога и самоутверждаться, закрывать свои какие-то аспекты. А у психологов как раз-таки такая история чаще всего. Опять же, не у всех, но чаще всего. И я знаю психологов таких, как я, которые классные, которые вот правильно ведут сессии, да. А есть психологи, которые еще немножко не дозрели до этой истории. И вот как бы меня там возненавидели потом, да, но это чисто сугубо мое мнение, что психологии недостаточно для того, чтобы разрешать более крупные масштабные запросы. Они достаточно для того, чтобы разобраться с этой жизнью, убрать травматику и боли с родителей, образа родителей, с друзей, там, да,
Вот это вся история. То есть то, чем я занимаюсь, это более глубокая тема. И ваша камера, она подтвердила, да? Она такая: брат, тут все поднялось, да? Такого не вывезу. Ага, Слушай, да, все, да, техника ломается иногда, да, вырубается, ломается, перестает работать. Поэтому, да, тут такой момент, что все должно быть с любовью и бережно к людям. А когда человек идет не из любви к ним, не из принятия, а пытается поиграть, поменять их жизни и самоутвердиться где-то, то к такому специалисту лучше не идти. Некоторые просто на поверхности как бы работают. Да. Как вот больницы говорят, не излечивают, а лечат просто. Ну, типа плацебо дают, и Да. вроде создают видимость бурной деятельности, Да, а да. по факту ничего не меняется. я Пей Потому что пилюли. состояние человека тоже не меняется, и пилюльки, они не помогают. Вот в Корее дают легкие пилюльки. Они боятся давать, как у нас, сразу сильные пилюльки. А у нас как бы посильнее и пойти завтра на работу. А в Корее нет. Ну, я понял, что ты, получается, работаешь именно с очагом, чтобы Я не работаю, поверхностно да. найти там проблему временно решить, а Да. искоренить очаг возгорания. То есть правильно? я иду, вот знаешь, я работаю не по принципу копнуть ковшом до центра земли, а я слой за слоем убираю. На каждом уровне, на который человек выходит, вот как у меня была метафора на последней сессии с моим коучем, я стояла неделю назад на руинах прошлого опыта, ну, прошлого уровня, да, и это является дном нового. И мне необходимо просто от этого дна оттолкнуться и пойти вверх. И есть такая диаграммка, когда человек начинает менять свою жизнь, он сначала идет в изменение, потом в днище проваливается, а потом в плата продуктивности потихонечку выходит. И в каждый рост человек будет проходить вот ту же самую Такая херню. цикличность, да, как бы? Да. Поэтому каждый уровень необходимо отрабатывать, все-таки вскапывать новое, вскапывать глубже. То есть каждый уровень, от которого, каждое дно, от которого ты отталкиваешься, это получается переживание стресса каждый раз? Или как это? Иногда люди могут испытывать немножко такую апатию, грусть за прошлое, что что-то старое разрушилось, а новое еще не построилось. Но фундамент дома, он не выстраивается из прошлого. Да, ты принимаешь это как опыт, да, но ты чуть-чуть туда это вкладываешь, но что-то новое необходимо принести, более крепкий материал, чтобы фундамент не просаживал. И потом выстраиваешь дом. Ты же сразу дом не будешь ставить, правильно? То есть нужен фундамент. И вот это дно, на котором ты оказываешься, это твоя возможность взять опыт прошлого, подкрепить это новым аспектом и сделать новый фундамент, чтобы выстраивать новый дом. И как бы люди все равно при расставании, при уходе с работы, они, при отказе от старого, они будут проживать и депрессию, и апатию. Ну, депрессия, конечно, это немножко другой, тут, преддепрессивное состояние, да, больше апатии, грустяшек, вот этого страха, неуверенности, и это необходимо все подкреплять другими аспектами, другими качествами, новыми. А люди хотят взять старую модель, переложить на новый уровень, и такие: где работает, не работает, что там, когда там уже, я уже жду, да? Вот, поэтому так это не работает, необходимо развивать новые нейроны, для этого тоже есть, как через искусство, то, что я тоже беру в работу с клиентами, нейрографику, это тоже помогает выстроить новые нейроны, мозг кипит, но лучше, конечно, заходить все-таки в работу с мышлением. Как Кажется, раз-таки у меня да. мама пробовала нейрографику. Это где рисуешь разноцветные круги? Ага. То есть, смотря какой запрос, есть, конечно, базовые алгоритмы, есть конкретные алгоритмы. Да, ты рисуешь, и это помогает тебе убрать неосознанную травматику, сопротивление. Но когда люди хотят в более осознанную историю идти, они готовы посмотреть на себя настоящего, то тогда лучше идти вот в тот метод, которым я работаю с людьми. Хотелось бы воспользоваться случаем. Вот ты сейчас заговорила про депрессию, и я много раз думал об этом. Так. Думал, как вообще определить, депрессия ли у меня или это что это такое? Потому что, как ты спрашивала, мы к психологам еще не обращались, и вот поэтому сейчас можно как раз задать вопрос. Значит, вы правильно идете. У меня была депрессия, у меня было предсуицидальное состояние даже. Потому что я шла не своей дорогой, я предавала себя, я не была честна с собой. Я всегда, вот в тот период времени, на тот момент, в 2020 году, я чувствовала, как я притворялась очень сильно.
Я предавала себя, я отказалась от родителей где-то там на загвоздках подсознания. А когда человек отрезает, ну, как бы не в прямом смысле, а энергетически отрезает себя от родителей, у них там обид много, претензий, что они несовершенны, что судьба у них херня какая-то, могли бы и лучше жизнь дать, да? Когда ты вот в этом вот состоянии претензий к родителям, тогда у человека появляется депрессия, потому что ему даже жизненная энергия не поступает от тех людей, кто дал им жизнь. Знакомое чувство. Поэтому депрессия накрывает тех, кто сказал родителям: я круче тебя, они со своего места ушли на место бабушек, дедушек, либо Бога, но Бог таким не занимается на самом деле. На место бабушек, дедушек, а если бабушки, дедушки мертвые, человек в поле мертвых пребывает, а там энергии жизни Нет нет. энергии. Ну, типа, come on, guys, да? Ну, типа, что ты ожидаешь, чтобы у тебя отношения, здоровье было и все такое? Да не будет у тебя этого. И у меня тогда тоже проблемы со здоровьем жесткие были. Я просто болела каждую неделю, 1,5-2 максимум, что я выдерживала. Вот, поэтому депрессия, как бы, есть клиническая депрессия, а есть, когда человек еще не сильно глубоко просел, и если у него базовое состояние, что прокрастинация, лень, нет вкуса жизни, это необходимо посмотреть и на уровне чакр, психологии, физиологии. Может, действительно где-то что-то даже на уровне физиологии зажато у человека, и он из-за этого не чувствует, что у него достаточно там энергии даже в теле, да? А люди даже, зарядку боятся начать делать, а то надо же приложить усилий, да? Да, тяжело Да. рано утром встать. Да, и Мы когда пробовали. вкус к жизни пропадает, человек вот такой, сериалы, там, зажирает это все, вес появляется лишний, у них унылого говна лицо, да, то есть они сразу такие... Задротить, например, за компом там 12 Это часов. да. Алкоголь, наркотики, игромания, это все туда. Обжирание — это все туда, потому что вкуса жизни человек не чувствует, он пытается это заглушить, типа создав иллюзию, но он на самом деле избегает из реальности. Он не решает вопрос, он избегает этого решения. А потом как бы задаются вопросики: а что у меня по половому аспекту, а где мои дети, где мои деньги, почему меня жизнь обделила? И опять претензии к Богу уже, да? Ну типа, слышь ты, дядька, ты что, дать лучше жизнь не можешь или как? Я вот сейчас по разговору, начал понимать, что у меня, в принципе, какой-то баланс некий такой. Потому что не скажу, что я прям депрессивный человек. И в плане такого прям погружения, углубления это бывало. Там я по играм очень сильно зависим был. Но это, наверное, как это называется? Это что-то детское во мне оставалось. Сейчас это более такое, как бы я могу пару часиков поиграть, да? Но в целом, в принципе, такого нет. И по поводу родителей тоже я заметил, у меня вот этот момент был, когда, по поводу принятия этого всего. И когда я сам в себе разобрался, я не знаю, это все могут или нет? Разобраться Смотри, в себе. саморазвитие и развитие — это две разные вещи. Долго, ладно, вкратце, если саморазвитие — это ловушка, что ты вроде развиваешься, но на самом деле ты не до конца меняешься и не до конца развиваешься. А развитие — это когда ты занимаешься своим ментальным составляющим, да, и ты реально перепрошиваешь себя до корня прям мозга, ну прям реально до корня мозга, и у тебя по-новому реальность выстраивается. Поэтому саморазвитие — это долгий, копательный такой процесс, типа книжки, подкасты, это все помогает, но это долгий процесс, и это не меняет так глубоко, как работа с каким-то профессионалом. И неважно, психолог, коуч, целитель, терапевт, это на выбор каждого, я считаю, но как бы все равно самокопание, и саморазвитие, оно не приводит до вау-результатов прям масштабно. Получается, любой человек, ему есть куда расти, и просто кто-то с этим как бы, с самим собой соглашается и живет, как ему комфортно, а кто-то постоянно чего-то хочет нового, да, в себе изменить, улучшить. А это тоже не принятие себя на самом деле, Да, когда вот. человек только хочет: так,
5 коучей наберу, ща поменяю все в этой жизни, и бутылку сейчас круглой сделаю, да? Одну секунду. То есть, да, то есть так оно, ну, как бы есть такие фанатики, и такие фанатики, они не понимают, что на каждом уровне просто надо принять и свое прошлое, и себя настоящего, и создать то будущее, в которое ты хочешь пойти. А многие даже, вот как я в другом подкасте говорила, они либо живут в прошлом, либо в будущем. В моменте им сложно существовать и вообще пребывать. Им настолько невыносим сам он, человек, да, я имею в виду, что он такой, я буду либо страдать по прошлому, и там мужчины, деньги, потери и обиды. Женщины. Женщины, хорошо, женщины, да, что она вот такая последняя мразь, да, меня бросила, да, и не согласилась дать мне возможность вырасти. Либо в будущем, что я как миллиардов наделаю сейчас долларов, да, и как бы живут вот этим далеким будущим, но они не понимают, что как бы по факту тебе необходимо прописывать, куда ты хочешь прийти, но тебе необходимо и понять, а где ты сейчас, и что тебе поможет прийти в эту точку желаемую, в конечную точку, и какие действия ты готов сделать, какое состояние необходимо для того, чтобы почувствовать кайф, когда ты достигнешь вот эту вот точку Б. А люди в основном ставят цель и такие, похер какое состояние, они зарабатывают свой 1 000 000 рублей, 1 000 000 долларов, но у них ни счастья, ни семьи, ни любви, и здоровье пошло по одному месту, да? То есть я это о том, что когда человек ставит цели, он ставит их из потребности заткнуть дырки, и поэтому они ставятся некорректно и достигаются некорректно. А когда человек понимает, что я вот сейчас чувствую себя счастливым, у меня есть крыша над головой, еда, деньги, отношения, либо отсутствие отношений, но даже отношения с собой, где ты заботливый, любящий, да, по отношению к себе, где ты себя не заставляешь обманывать где-то, да, именно врать себе, вот сказать, да, у меня все хорошо. Эти сильно позитивные люди тоже пугают на самом деле. Вот, бывают взлеты и падения, бывает и очень классное состояние, да, но бывает действительно состояние, когда человек вот идет в правильном направлении, и ему сопутствует вот это состояние, вот возбуждение такого, наслаждение, что да, я еще ближе на шаг, еще ближе на ступеньку к этой цели. И в конечной точке он знает, что даже заработав свой 1 000 000 долларов, либо опубликовав книгу, он чувствует себя в наслаждении, вот в таком прям смакует, да? А люди даже, простите, на базовых аспектах они не смакуют, они только видят, где минусы найти. Они вот как корейцы, да, по корейцам же тоже можно увидеть, как они закидывают еду, но они не умеют наслаждаться. Да, да. Это вот тоже аспект второй чакры, вкус жизни, вот Сватхисхана, вот это вот все, вот это вот, знаете, расслабленность, сексуальность, энергия денег — это тоже сексуальность, это агрессия, это наслаждение. И люди порой, они забывают про это. Они просто «надо топить». Все, идем как непробивной баран. Вот, про темы, которые чаще всего, да, затрагиваются, вот ранее ты задал вопрос, Салим, да, приходят просто с разными состояниями. Вот я сейчас прям такая думаю, как это коротко описать. Кто-то в отношениях играется не в своей роли, и они приходят исправить партнеров. Я говорю, партнеров я не исправляю, это не ко мне. Так? Я помогаю тебе убрать свои претензии к партнеру и понять вообще причину, а почему у вас так, почему ты играешь роль мамки либо папки, либо ребенка. Почему ты не готов взять ответственность? И вот с этим я работаю. Деньги. Вот это три запроса. Здоровье, деньги и отношения. Это популярная тема. Ну, у всех специалистов в моей области, у них всех подобная история. Но интересно, как все запросы все равно возвращаются к истокам, к родителям. Вот любой запрос возьми, кто бы там спорил, не спорил, родители. Эти люди дали нам жизнь, они нас вырастили, они нам дали энергию жизни, они нам передали какие-то программы. Но прикол в том, что очень многие стремятся действительно идти в работу с целью поменять, либо выявить какие-то там свои претензии, высказать во время сессии к предкам, которые там, допустим, по их мнению в нынешнее время поступили некорректно в прошлом.
Ну, типа, что ты слабак, не мог, блин, типа, в морду дать солдату, да, немцу, который держал там автомат перед твоим лицом, да? Но просто в реинкарнациях, когда работаешь, особенно ясновидение там тоже подключается, да, такие моменты, они видны. И есть люди, которые через претензии заходят в эту историю, но нельзя так, ну нет, ну, ребят, кому, ну, типа, через любовь принятие. И вот когда ты любовь принятия в себе встраиваешь, когда у тебя принятие образов родителей в себе есть, да, и вообще родители, просто соглашение с их судьбой. Потому что когда ты не соглашаешься с их судьбой и с их жизнью, и предков, ты не соглашаешься с собственной жизнью. И ты выдаешь претензии Богу. Чё за херня, Вася? Ну где мои богатства? Почему Феде повезло, а мне вот пахать надо на заводе? Глубоко. Да, и мы, кстати, вот с Севой, мы же много, мы друзья уже давно, и у нас разные темы были. И как раз по поводу родителей, Опа, как синхронно. вы попейте водички, да, я пока поговорю. По поводу родителей, есть чувство, знаешь, понимания того, что нужно отпустить, простить, перестать винить там родителей в чем-то. А ты родителей прощаешь? Родителей прощаешь? Прощаешь? Ты прощаешь? Ну что-то простить, что простить? Простить Кого в простить? плане того, что, знаешь, что как будто бы есть какое-то, как будто я за ними что-то чувство вины. Не у меня чувство вины, а как будто я их делаю виноватыми, допустим, в чем-то. И Поясни. перестать винить, пояснить? Давай сейчас поясню. К примеру, Вот и сессия началась. к примеру, смотри, допустим, я заинтересован был заниматься танцами, ну, там, в подростковом возрасте. Вот как мы еще кликнули. Хорошо. Да, Ага. вот смотри, да, это конкретно чистой, воды правда, я ничего не буду врать. Но возможности такой не было, допустим, тебе не дают развиваться, со стороны родителей. Тебе мог бы родитель, например, сказать: давай, сынок, я в тебя верю, у тебя получится, вот тебе, занимайся танцами, ходи, все. Как бы с такой мотивацией ты можешь работать. А когда тебе, например, говорят: да зачем там тебе это, это может не твое или еще что-то, или просто нет поддержки, и когда ты вырастаешь, начинаешь думать: блин, знаешь, а ведь в тот момент меня могли поддержать в этом. Это не единственное, это единственный пример Сейчас сейчас. тебе такой инсайт выдам. Вот, слушай, и получается, и таких моментов много. И я считал, что, виновата как будто там может быть мама или папа, неважно, да, у кого кто. И сейчас я понимаю, что не нужно вот это вот чувство вины держать, какое-то там обиды, точнее, а нужно все это отпустить. Как бы, если ты считаешь виноватым родителей, простить, все, и начать заново жить как бы уже свою жизнь. Я это понимаю, но отчасти это все равно остается, знаешь, маленькая обида, и не знаю, как вот это вот побороть. С чем борешься, то и усиливаешь. Это первый момент. Вау. Окей. Ручку Второй дать? момент. Да А у он нас потом тут всё, вырежет. 3 камеры, все пишет. Второй момент. Родителей ты сам выбрал до рождения. Третий момент. А ты сам попросил их дать тебе такой опыт, чтобы научиться поддерживать себя. Ты искал поддержку в них, а они учили тебя находить поддержку себя самого внутри себя. Как тебе такое, Илон Маск? У меня была подобная ситуация. Какие чувства сейчас чувствуешь? Сейчас, секундочку. Ага. Вот когда я тебе 3 момента обозначила, что ты сейчас чувствуешь? Даже не знаю, как это описать. Что за чувство? Поддержку внутри себя, ты говоришь. Развить надо, да? То Они есть, тебе дали уже лучшее. Надеяться Жизнь. только на себя, ты имеешь в виду в этом Нет. плане? Или... Нет, у тебя сейчас понятия путаются. Смотри, когда родители у нас в жизни в нашей приходят, да, мы их сами, во-первых, выбираем, и на уровне душ договариваемся: в этой жизни научите меня вот этому. И кто-то понимает по-хорошему через такие запреты, а кто-то понимает через родителей алкоголиков, наркоманов и всю такую жесткую историю.
И у меня и такие клиенты были. И вот для второй группы людей, где очень жестко, необходимо все-таки научиться благодарность и любовь испытывать. Но они не поймут с этого уровня, где много боли. Они не услышат даже. У нас с тобой более мягкий опыт. Нам говорили просто: да зачем? Но давай подумаем. Вот тебе, ты сам сказал, не хватало тогда поддержки, мотивации. А родители тебя научили вот таким поведением, наоборот, сказать себе, да, дорогой, ты можешь. Я понял тебя. Стремись к своей цели, к своей мечте, мотивируй себя сам. Когда есть внешние мотиваторы, это пиздец. Запикайте потом. Это пиздец. Потому что они могут как присутствовать, так и отсутствовать. А когда у человека внутренняя опора на себя есть, и этих опор много, и любимое дело, и любимый человек, и любимая семья, и психолог, например, да, либо кто-то, кто работает с тобой, и хобби есть, и спортом занимаешься, и путешествуешь, да, то есть много опор есть, и даже если что-то одно уйдет, ты все равно плотно стоишь на земле, у тебя мир не рушится. И тут тебе родители давали точно такой же опыт. Блин, вот мы это все А пишем. простить, когда ты будешь прощать, ты ставишь себя выше родителей, потому что родители прощают детей. Мгм. И ты смещаешь себя куда? В поле бабушек и дедушек, либо в поле Бога. Такой интимный вопрос. У тебя седина рано началась, да? Да. Когда началась? Ну, уже где-то в 20 было, начиналось. Чувствуешь, к чему веду? Дедушка, да? Дедушка, да. Да. И я не удивлюсь, если твои родители, они будут не с белыми волосами. Ну, я имею в виду не с сединой. То же самое. Тоже в молодости. Чувствуешь, с чем можно уже работать? Где-то есть смещение, и краской кто-то для стоит не на волос. своем месте, и кто-то исключен, и кто-то занимает место исключенного. И вот это вот может тормозить тебя во многом. Блин, Вроде один вопрос задал, да? да. А прощать родителей не надо. Их просто ты благодаришь с любовью и принимаешь. Благодаришь за опыт, который ты сам заказал. И они тебе мягко запретом его донесли, а не не битьем и не алкоголиками вокруг тебя. Ты знаешь, Настя, спасибо, во-первых, за такой развернутый ответ. И я действительно осознал кое-что прямо сейчас. Потому что это действительно мотивировало меня на какие-то действия, знаешь, вопреки тому, что мне говорят нет. И я делал что-то такое, чего мне говорили не надо делать. И как раз, если бы, возможно, мне бы не говорили «не делай», может быть, я бы и не пришел бы к тому, сейчас, что я делаю сейчас. Но я этого не осознавал, скорее всего. Может быть, как-то так поверхностно о чем-то думал, что, знаешь, мотивация от злости – это хорошая ли мотивация или нет? Не от злости, а от обиды, как бы, что я вам докажу, что я могу и еще что-то. Может, с этого и начали подкаст, да? Что я папе, маме доказывала, а потом где оказалась? В депрессии, председалке. Здравствуйте. И сама себя вытащила своими же техниками, понимаешь? Вот. Я тебя услышал. Я думаю, мы еще когда Вот будем и сессия завершена, да? будем это монтировать, я думаю, еще раз, может, переосмыслю что-то. Вот. Как раз Сева тоже хотел какой-то Да, вопрос что ты задать. А не, я А имел я в уже виду... все, я пошел, ребят, вы тут хорошо сидите. Не, у меня была похожая ситуация с танцами. Я пришел к маме и говорю: мам, я вот хочу заниматься танцами, я уже там 2 недели хожу, и вот настало время, когда принесите деньги, да? Спонсировать Да, и можно. мне мама так сходу такая: какие танцы, Сева? Я такой: ну ладно. Балет? И ушел как... Нет, там хип-хоп, все такие дела. И я как-то это, я не знаю, я не сказать, что обиделся, я такой: ну, окей. Пошел на кикбокс тоже на 3 недели. Да. То есть видишь, как два одинаковых случая, базовые, я имею в виду, да, но один из вас направился в доказательство, я докажу, а другой такой: не танцы, кикбоксинг, окей, пойду морду бить Ну, тогда. там тоже не задержался. Но все равно, видишь, как каждый по-разному ищет выходы из похожих ситуаций,
И у одного одни эмоции, Мгм. потому что один заказывает один опыт, а у другого человека другие эмоции. И я, например, тоже, у меня гештальт не закрытый, я с детства танцами занималась, с садика прям. Моя мама, она всегда вот так вот сидела, да, Мгм. там типа, Настенька, Настенька, все. У меня мама, она вообще все поддерживала, ну, главное, чем-то занимался ребенок и в радость, пускай занимается, да. Но когда все дошло до школы, вот тогда мне сказали так: никакого футбола тебе, там в Россию она собралась, никакого там танцев, давай занимайся, денег в семье нет. И вот так я начала подрабатывать в школе, ремонтировать мебель, школьную мебель, столер второго Ничего себе. разряда, Круто. здравствуйте. Да, Я же говорил, суперчеловек. фрезеровщик второго разряда, слесарь второго разряда, ландшафтный дизайнер второго разряда, Да здравствуйте, да. Офигеть. Вот, и я это про то, что когда человек все-таки в тот момент соглашается, и тогда мне тоже, типа, так больно было, что мне сказали: учись давай, учись, денег нет в семье, давай учись, да, типа, чтобы как бы не говно после пациентов подбирать, да, из тазика, потому что у меня родители, они врачи, как бы мама, она в эквивалент врачебных историй все переводила, чтобы не опуститься, но я считаю, что даже санитарки, они очень полезные люди в этом мире, и не надо это принижать, но все же это такая была тоже антимотивация от худшей жизни, Мгм. да, а как бы, да, это сработало до определенного момента, но потом, когда ты доходишь до определенной точки, ты такой: херня, не работает больше, да. И вот я сейчас тоже на танцы вернулась, я попробовала себя в нескольких стилях, балет попробовала, не подошло, пошла сейчас на high heels, до этого тоже занималась сама танцами по видео из YouTube, пока корона была, ну и тем самым я просто такая, ну мне танцы нравятся, я и вот если на энергию перейти, и сексуальную энергию выше поднимаю, и творчество поднимается, и кайф. Ну, вот женское тело, оно требует движений. Если его нет, значит, там, если так откровенно перейти, то и в постели потом будет все грустно, да, Бревно. вот это вот все зажатые будут. Ну что, кто сегодня бревно, а кто сегодня активный, да? Вот. И как бы женщины ж такие ж тоже не привлекают, от них жизни не идет, да? И как бы танцы, они действительно вот телесные танцы, телесные практики, они помогают доставать вот эти зажимы, которые образовались, да. И вот прикиньте, женщина, которая походка от бедра, и у нее тело все двигается, и женщина, у которой вот мисс Чутно. Кеннеди, да, двигается, вот. То есть разные две женщины, да, там может внутренняя сила, вот Мерлин Монро либо Кеннеди, да. Мгм. Вроде и та женщина-женщина, но вот Мерлин Монро, она такая более такая женственная, прям секса от нее много было, да, но она вот так отметала мужчин, кого она не хотела там рядом иметь, да, но ей там и платьишко поднимали, и курточку снимали, все. И Кеннеди, который такой: я баба и мужик, да, такая с остальными яйцами, мужик в юбке, пошла. Вот, то есть это две разные женщины, две разные энергии, больше зажимов у Кеннеди, чем у Монро. Но это немножко, если на телесную, вот на кинезиологию, кинестетику, кинезиологию перейти, да, Блин. то есть на тело вообще, на физику, да, то тогда это вот будет в таком вот подаваться формате. Вот, а давайте вернемся к нашим вопросам. Что же вы хотели уточнить еще? Хотел бы добавить по поводу Да. танцоров. Вообще, ну, в моей жизни часто встречались такие люди, которые увлекаются танцами, и они все, с ними как-то вообще всегда было здорово дружить. Вот, я не знаю, почему так. Все танцоры в моей жизни какие-то супер весельчаки, есть о чем поболтать, и всегда на таком заряде, да. Вот. Ну, видимо, это тоже от их как бы деятельности, то, что они себя всегда показывают, проявляются. Вот. Ну, как бы открытые такие люди. В общем, танцоры крутые ребята. Ну, в общем, знаешь, прикол в том, что я видела интровертов, танцоров и экстравертов. И я больше экстраверт человек. Интроверты, они устают даже после танцев, занятий танцев, они такие: можно я домой, пожалуйста, отпустите меня, больше не насилуйте меня энергией. Вот, то есть есть разные люди, и я видела, что в общении они, например, очень такие зажатые, а в танце они, наоборот, такие раскрытые. Вот, и есть и те люди,
Вот. И обычно, наверное, у экстравертов у них тоже есть вот эти зажимы, но они их со временем открывают, и еще больше их становится, и просто вытесняют других из пространства. Такие, все, это все мое, да. Поэтому, если что, на Хонде жду тебя, будем танцевать. Нижний брейк, вот это все. Давай, давай. Я, кстати, как раз-таки хотел бы, знаешь, вернуться к прошлому, к тому подростковому возрасту, когда вот танцами горел, потому что мне танцы нравятся. А что тебе сейчас мешает заняться? Вот, и ничего не мешает. Я вот сейчас как раз и думаю об этом, почему бы и нет. Или почему бы и да, точнее, да? Да. Вот. Кстати, у нас в Думпо, где мы живем, есть человек, который брейк-дансом занимается там. А он такой, а я хочу бачату. Нет, честно, вот я занимался брейк-дансом немножко, но брейк-данс это не мое. Мое это, скорее всего, хип-хоп. И что-то такое. Или вот... О, скоро пойдут видео, да, совместные. Вообще, вот по поводу интровертов-танцоров, прям яркий пример я тебе могу привести Майкл Джексон. Да, мой любимый мен. Вот. Его тоже. Да, Это же мой- человек-легенда, он же инвестировал во все танцы просто одним заходом. Ты что, это же То есть просто мужчина. это просто, ну, как-то удивительно, насколько человек может разговаривать весь такой вот скромный, стеснительный, зажатый, но когда он танцует, от него Всё, такая девочки, энергия да, просто да. прет. И вот я прям фанат Майкла Джексона, поэтому не мог не упомянуть здесь его. О, я его тоже обожаю. Это прям тот человек, который зажег любовь к музыке. Ну, если не рок-музыку брать, а именно вот стиль Джексона, и который как раз-таки развил индустрию по видеоклипам, по Да. танцам и по подаче музыки, и по подаче вот энергии правильной. А люди, например, которые вот сейчас, да, они классные, но вот не то, все равно не то. И вот если рок-группу брать, то там немножко, конечно, другая история тоже, но там тоже есть свои все-таки легенды, которые раскрыли очень много для нынешней музыки. Вот. Но мы не про музыку все собрались. Что, пару вопросов? Да, давай. Следующий, да. Очень интересно следующий. спросить тебя по поводу того, как вообще так получилось, что ты начала заниматься социальной робототехникой. Мне правду рассказывать? Ну смотри, я сама по образованию машиностроитель, слэш-менеджер в туристской организации, то есть по туризму я тоже обучилась, у меня 2 диплома бакалавриата. Параллельно с этим я после бакалавриата пошла сразу в магистратуру, и там тоже машиноведение, машиностроение было, и спустя там 6 месяцев, да, 6-7 месяцев после выпуска я во время этого всего подалась в Корею и такая, ну, ради денег уеду. Ради денег получилось уехать. Но это вот, кстати, тот пример, когда ради денег ничего не надо делать. Сейчас будет понятней. И вот первый год я поработала, я такая, о, ну прикольно, робототехника. Уже в этой сфере как бы. Да-да-да, потому что это как бы напрямую с машиностроением нынешним, оно связано. Автоматизация производства, роботы, и это как перетекающее машиностроение into social robotics, да, вот. И для меня, как человека, который вот такой в программировании в тот момент, я такая, я думала, я тут собирать их буду, как бы. А мне профессор сказал, не, женщина, будешь не собирать, будешь программировать. Я такая, театр, куда я вписалась. И у меня было очень много как раз-таки борьбы, вот тоже, может, кому-то мой пример тоже что-то подсветит, да. Было очень много борьбы с системой, потому что корейцы, они другие, потому что они, во-первых, не люди, которые будут работать в команде, то есть это люди, индивиды, они работают сами по себе, они разрабатывают разные проекты, даже один проект, который у нас был, разные люди разрабатывали, друг другу не помогали, потому что суть конкуренции, она все равно витает в воздухе, да. И вот эта вот история с конкуренцией, она на меня очень плохо повлияла в первые годы пребывания в этой сфере. Плюс у нас еще как бы профессор такую идею вообще в априори продвигает, что каждый должен сам учиться. И я такая, так, а смысл тогда мне с тобой работать, если, ну, на кой хер ты тогда мне тут нужен как профессор, чтобы бумажки какие-то подписывать? Так это тогда не научная деятельность, это просто, ну, типа, я делаю работу, а ты просто принимаешь результат. А как бы, а где твое... Участие вообще. Да, участие, инвестиции как человека-профессора и человека науки, да. И знаешь, я тебе честно скажу, что у меня было очень много борьбы с системой.
Я очень много была в гордыне. Я такая, всех этих поменять надо. Вообще неправильные какие-то, да? Но опять же, А приходят такие же. А приходят такие же, ёперный театр, да? Знакомо. Вот. Знакомо, да. Ну, то есть, что ты отдаешь в мир, то тебе будет возвращаться, да. Если ты отдаешь принятие и любовь, то принятие и любовь к тебе тоже будет притягиваться. А если ты негатив и обсирал его, да, с гордыней выдаешь, то тебе такое же будет возвращаться. Самое любимое дело. Да, такая, ну что, кого сегодня будем поливать грязью? Вот, и вот только, наверное, за последний год работы с коучем я пришла в эту историю, что, во-первых, я вышла из детской позиции по отношению к профессору, я перестала играть в эту обиженную девочку Настю, и я такая просто взяла свою научную работу в свои руки и сказала, так, не буду стучать сильно громко кулаком, боюсь, там все сейчас повалится. Я сказала профессору, я вас уважаю, вы классный мужчина, вы классный человек, но я буду свой проект по-своему делать. И вы только соглашаетесь, точка. Иначе я собираюсь и ухожу, все. И он сказал, хорошо, давай посмотрим, как это будет двигаться, и если все будет классно двигаться, тогда тебе галочка в твою, так сказать, в знаке почета, да, и тогда ты все делаешь сама, ведешь все сама. И я считаю, что это тоже такой момент взросления произошел за годы, когда я не понимала вообще, что идет не так, до момента, когда я взяла ответственность за свою жизнь, приняла решение взять ответственность за свой проект и за свою жизнь, и за свой выпуск. И я нашла мотивацию не для мамы, не для профессора, не для еще кого-либо, да, а для себя, для своей будущей работы. Мне это необходимо для того, чтобы писать книги, для того, чтобы вот собрать весь опыт коуча, целителя, терапевта, да, энерготерапевта и направить это вот показать, а можно же по-другому. И самый любимый вопрос после сессии, когда у меня люди, да, в работе находятся, а что, так можно было? И ты такой, а как иначе? Ну, типа, можно, все можно. Как есть анекдот, да, про девочку, которая ключи потеряла, под фонарем ищет, а мужчина проходит и спрашивает, девочка, а ты что потеряла? Она такая, ключи. А ты что, здесь где-то потеряла? Да не, вон там, да, в темноте где-то. А что тут ищешь? Ну, тут светлее, да. Тут такая же история. Люди смотрят только в светлую, какую-то более для них понятную историю. И возвращаясь к прошлому вопросу, с чем приходят люди, да? Они приходят за деньгами, а на самом деле они не хотят идти в отношения. И идут в самое знакомое, в деньги. Либо наоборот, женщины такие, хочу отношений. А ты такой, ты реализована? Они такие, нет. А деньги сама себе там покрываешь базовые расходы? Нет. Мне нужен мужчина, который это будет делать. Ты такой, это Деньги как бы в детская итоге. позиция, папу ищешь, и ты такой, ну тут понятно, тут не найдешь. Либо абьюзер попадется, потому что как такового абьюза, он существует, но он существует в терминологии жертв. Потому что они в жертве пребывают, и они в жертве как бы вот это вот рассасывают, раскидывают на разные материи, да, на разные уровни. И такие, все, он обижает, он там меня то, все, 5-е, 20-е, еще и бьет. А ты такой, но ты не берешь ответственность за свою жизнь. Вот И над позволяешь. тобой, да, над тобой агрессор и берет вот эту власть. Потому что ты ему отдала свою жизнь и счастье в его руки. Ты не оставила это себе и не сказала, дорогой, вот тут мы в это время вместе, а весь день по отдельности. Бывает вот такая история, что вот эта вот собачка, которая вот насилует ногу, да, хозяина вечно, вот, и это есть зависимость появляется. То есть люди, которые внутри себя пустые и не имеют чего-то своего, они попадают в абьюзивные, созависимые отношения. Когда они ищут мамку-папку. Я, когда переезжала в Корею, у меня как раз-таки был такой момент, что папа мой скончался перед переездом, и психологически, ментально, да, я перенесла картинку папы, мамы на профессора. И вот Соболезнования приношу. Благодарю. Я просто уже прожила этот момент. Это было уже 6 лет назад, да, в этом году 7-й год. Было сложно первые годы, но в целом как бы я вот про то, что психика работает так, что того, кого не доставало в жизни, да, мы начинаем на окружающих навешивать эти лейблы, да, и это у меня было и с профессором, и с партнерами, да, то есть в отношениях такая же история. И мамку-папку я всегда навешивала. И обиды, которые на родителей, мы потом перекладываем автоматически на других.
Поэтому я вот про то, что да, тогда было больно, что траур был, что еще соседка по комнате мне говорила, что нельзя, типа там грустить, давай веселиться, мы же в Корее. И по факту это все просто накрылось, как дохлая крыса ковриком, да. Вот. А потом, когда уже накрыла через 1,5 года, я такая, не, я больше эту крысу не буду спонсировать под ковриком, пускай она это разбирается и выносится, да. Вот, поэтому я это про то, что партнеры, профессор, они все повлияли на то, чтобы меня просто толкнуть на развитие. Это то, что, в принципе, мы с тобой в твоей ситуации разбирали про танцы, да, и родителей. Так работает все в мире. Люди, вот как говорил прекрасный человек, да, боже мой, кто же говорил? По-моему, Оша говорил, но я не вспомню. Или Ганди. Никто мне не друг, никто мне не враг, а каждый мне учитель. И вот эта вот фраза, если ты в нее просто вот всеми нейронами проникнешь, ты поймешь, что, ну, действительно, мы просто друг другу учителя в этом мире. Вы друг другу чем-то вот полезны, да, чему-то обучаетесь. Ваши девушки, жены, да, вот кто у вас есть, они учат вас своему, да, вы друг друга учите. Ведь отношения же это тоже такой личностно-духовный тренинг, да, где ты вкладываешься только друг в друга. Не несешь деньги дяде, да, а вот друг с другом взаимодействуешь. И когда люди не хотят взаимодействовать таким образом, у них претензии появляются. Партнер такой кривой, косой, там, да, не идеальный, не Геракл, да. Вот, и то же самое вот про научную деятельность. У меня было очень много навешанных шаблонов, очень много навешанных обид, которые тянулись от родителей, ну, именно образов родителей во мне. И вот это все перекладывалось на профессора. А он такой, а я чё? Я не папка, мамка. Ну, он поигрался в эту историю чуть-чуть, а потом ему надоело, да. И мне как бы надоело. Когда нам обоим надоело, мы такие, ну ладно, давай по-взрослому, давай. Ты на равных, я на равных, да? Да. Уважение, уважение, да? Да. И вот после этого вот мой ресерч, он пошел вперед. За последние вот несколько месяцев он хорошенько продвинулся. Что я в итоге, поговорив с профессором, сказала ему, что, дорогой профессор, я через год хочу выпускаться. Ничего не знаю. Мне на твои планы пох. Играем по моим правилам. Моя жизнь. Я говорю, я не буду в робототехнике, мне надо это для другого исследования, просто дай мне это все. Поддержи меня, это все, что я тебя прошу. И он свой вклад сейчас делает в это все. Да. Получается, конкретного смысла в робототехнике именно чтобы заниматься в этой сфере нет. Для меня в первые поры это было модно. Это много денег. Да? Опять же, возвращаемся, все ради денег. Потом я поняла, что то, как я бы хотела это делать, мне не дают. И у меня отбили все желание. Вот как родители, которые сказали «нет», да? Отбили все желание. Я долго тянула эту вот злость и обиду на тех, кто не дал мне это сделать. Я увидела 0 вообще ценности в этом всем. А когда человек обесценивает свою деятельность, неважно, какой бы он занимался, не занимался, он по факту говорит: папа, ты лох. Потому что папа, отношения с папой, и папа вообще отвечает за бизнес, деятельность, творчество, за то, чтобы удерживать и преувеличивать деньги. А когда ты говоришь, типа, моя деятельность говно, мыть унитазы это лошары делают, да, то по факту ты говоришь: папа, ты лох. А если папы не было? Я тоже выросла без папы. Мой папа до моего рождения от меня отказался, но образ, который от папы, ну вот мамиными глазами образ перенятый, образ мужчин в твоем окружении в детстве навешаны туда, и крестные родители, они тоже могут туда всунуться. Либо идеальная картинка папы с фильмов, она тоже там. И это Или всё тренер необходимо. твой, например, да? Да. Это все необходимо просто вычищать, убирать мамины глаза, как говорится, с папы, да, и просто сказать: мама, папа, вы одинаково важны для меня, вы оба сделали вклад, но мне кажется, не кажется, я чувствую, что у тебя больше папиного, чем маминого, и выглядишь ты больше как папа. В смысле внешне или ты имеешь в виду внутренне? И так, и так. Просто, ну, я рос только с мамой, и с папой я знаком, но я его считаю чужим человеком, поэтому, возможно, мы похожи, возможно, так, и внешне, и внутренне, но
Как минимум, я не пошел по стопам отца. Мгм. И так что мы разные все-таки в этом плане. Мгм. То есть ты берешь и ментально себе отрезаешь правую руку, говоришь, она мне не важна. Потому что ее Возможно. нет. Возможно, ты права, потому что, да, я отказался. Даже, ну, кстати, царство ему небесное. Э, Прими и мои соболезнования. Спасибо. Я, честно, не знаю в такие моменты, как... Мы вообще втроем здесь собрались, получается. У меня тоже, Безотцовщина. да, у меня отец тоже как бы умер. Мгм. И И тебе мои я не знаю, соболезнования. в такие моменты вот как соболезновать? Молча выслушать, сказать Просто быть соболезную? рядом. Или как человеку вообще воспринимается? В моем случае мне как бы, меня не задевает никакие чувства эта ситуация. Может быть, это плохо, не знаю. Но бывает вот безразличие, когда чужой человек где-то там на стороне уходит, ну, типа, Но этот человек дал тебе жизнь. И если заблокированы чувства, значит, ты взял мамину обиду и тащишь ее в своем сердце. кстати говоря, мама не обижена. А, обижен я как будто бы. Но я имею в виду, обиды закладываются не прям вот типа ты рос с мамиными обидами. Они закладываются тогда, когда папа сказал твоей маме, я больше с тобой не буду. Мгм. И ребенок мне не нужен. Разворачивается и уебывает. И вот тогда мама испытывает очень много разных чувств. И если мы потом в личной, например, консультации с тобой будем общаться, например, в будущем, Мгм. то, поверь мне, это будет вытекать из-за мамы и из-за твоих претензий к папе. И, скорее всего, там есть история из прошлой жизни. Это просто так не появляется. Я могу на своем примере рассказать. Выяснилось так, что моя мама, мой папа и я уже не первый раз вообще в прошлых реинкарнациях встречались. И у папы, ну то есть в папиной картине тогда мировоззрения, да, в прошлых жизнях, я всегда вместе с мамой погибала. Мы всегда умирали, и он в горе уходил. Мгм. И в этой жизни, по факту, чтобы не испытывать такое же, ну, горе и боль, потерю, да, он отказался еще до моего рождения, но при этом он где-то на фоне всегда был. Мгм. И я выгляжу копипастом, мой папа. Я от мамы через дедушку ее, да, вот этот вот раздвоенный кончик носа только получила. Все остальное это папина, вообще полностью папина. Даже манера говорения, маты, шуточки, это все папина. Хм. И то, что нам родители, один из родителей, кто нас вырастил, да, либо кто отчимом стал, если в семье звучали такие ну, словосочетания, высказывания, ты весь в отца, вот Мгм. весь папик, да, вот такой же упертый, как он, это все для ребенка воспринимается как негативное, значит, это нельзя проявлять, значит, это надо спрятать, и это опять теневое качество. И ты Мгм. такой, мне нельзя быть таким, как папа, потому что я предаю маму. И вот так вот история играет из чувства вины по отношению к одному из родителей. Выбирая одного, ты автоматически стал предателем для другого. И ты не получаешь его поддержку и энергию. Поэтому у тебя какие-то аспекты, связанные с бизнесом, творчеством, деньгами, масштабностью, они у тебя будут просаживаться. А если еще и к маме претензии и обиды существуют, то приход денег будет тяжким, отдых вообще отсутствует, забота о себе, любовь к себе отсутствует, недвижка, здоровье, красота, молодость. Видишь, почему я тебя спросила про волосы? Не на своем месте, и маму не до конца. Образ мамы у тебя не сильно здоровый. А папа вообще отсутствует. А через папин род тебе до хера чего приходит. И вот твоя задача наступить на свою гордыню, сказать: «Шш, постой тут, я пока порешаю как взрослый дядя», и наладить эту связь, получать поддержку, потому что ты состоишь на 100%, и ну, 50% в тебе, 100% папы и мамы. Мгм. Чтобы потом вопросов не было, это правая сторона, это левая сторона. За правым плечом папа, за левым мама. И если где-то что-то кто-то отсутствует, ты такой:
ну что-то не до конца как-то, а потом у нас вопросы с деторождением появляются, да, потом не факт, что 100%, но вероятность велика в том, что и внуки твоих родителей, то есть твои дети, будут копипастом твои исключенные предки. Опа! И все на тебе закончилось, видишь как? Но здесь пишет, все нормально. Да, в общем, Ну- я это про то, что тебе необходимо восстановить эту связь только по одной простой причине, если ты хочешь реально успешную, здоровую жизнь с любимым человеком и со здоровыми детьми. Потому что ты в своем роду будешь перерождаться в будущем. И твоя задача подчистить все прошлое из любви и принятия к своим предкам и к себе самому, с благодарностью и уважением. Тогда у тебя и жизнь, и твоим будущим поколениям, она наладится. Это же не просто так, типа, продают воздух. Ну, типа, кто-то скажет, инфо-цыганка, ну, окей, good luck вам. Посмотрите на свою жизнь, потом расскажите, инфо-цыганка я или нет. А когда человек идет в эту историю, как бы страшно не было, но он просто с доверием идет туда, у него тогда и сильно большие изменения начинаются, как вот у одной из моих клиенток, Кунсулу, да, она тоже выросла без папы, она папу вообще не видела. Но при этом что ей мешало взять и поработать с папой, сделать сепарацию с родителями и вырасти в доходе в 10 раз за полгода? И выйти в масштаб и построить свой бизнес на международном уровне. Брать проекты на международном уровне и не сидеть только в Казахстане, а поехать еще куда-нибудь. Это сильно. Ну, как бы, да. Ну, я же не просто так тебе из воздуха рассказываю вещи, да, типа мне там инопланетяне нашептали, да. Вот. Я это действительно из общего опыта работы с людьми. Вот даже наш подкаст, я уверена, для вас каким-то образом тоже на уровне нейронов перепрошьет что-то. Само собой. Это 100%. Потому что на наш подкаст я пока ехала, я ставила поле, я такая, все намерение, чтобы это поменяло максимальное количество жизней в лучшую сторону, с благим намерением для всех участников, да, этого экспириенса. Да, в общем, в моем поле даже после общения с сестрой бывшего первого парня корейца, она не могла долго забеременеть. И мы встретились один раз. Я с ней на корейском не могла говорить, я на английском с ней говорила. И я потом узнаю после поездки домой, спустя 3 недели, что она забеременела. В моем поле так два человека уже в этом году забеременели, хотя мы в сессии не впускались. А им, вот одной из них ставили тоже диагноз, что у нее не будет детей, что она не сможет иметь детей. Как это работает? Честно, вот раньше я могу сказать, неверующий как бы человек. Типа я считал, что все вот это вот. Ну, эти отлетевшие, да? Да, я. Да говори как есть, я же мне что обижаться. Ну, Я типа, всякое это слышу. брехня какая-то. Я думал, ну, что это такое вообще? Сейчас, в последнее время, вот вначале ты упоминала фильм «Секрет», и я думаю, блин, ну, это как-то работает. Хоть... Это поле, это энергия, это благое отношение к себе и к другим. Это принятие и любовь. Ну, оно серьезно работает как-то. Ну, если хотя бы ты относишься к себе так, ну, более Да. как бы, тебе уже полегче будет Как минимум жить. ты сам, да, своим мышлением притягиваешь то, о чем ты думаешь. И Да. я раньше, да, считал все это. Ну, и кто-то может до сих пор это из Херня на нашего постном масле, да. окружения будет такие смотреть. Ну, да что вы там, блин? Чего вы кем вы- курнули? Тут в Корее нельзя курить, все запрещено. Да, Ну, да. мы скрутили, да? Да. Как один ну, мы проходили курс один, и он рассказывал, что ваши друзья, знакомые будут считать, что вы вообще в секте состоите. Говорите, да, мы из секты. Так мой наставник также говорил. Да. И проще согласиться с тем, что говорят другие, чем спорить и доказывать. Кстати, это считается? Я все тогда у меня не успел спросить. То, что Что? ты говорила, есть саморазвитие и развитие, Да, и то, что вот мы проходили курс, считается ли это развитием? да. Вы были в поле другого человека, кто тоже прошел какой-то опыт. Мгм.
Я не знаю, чей курс, какой, с каким направлением. Я не буду спрашивать, если не хотите, не говорите, если хотите, поделитесь. Но это все равно, опять жизнь прилетела к нам в камеру, все нормально. Это тоже является развитием. Почему? Потому что при обучении идет все равно какая-то параллельная работа через поле. А чем больше людей, единомышленников и в правильном состоянии, тем больше положительный эффект будет распространяться. И саморазвитие — это когда человек сам делает все. То есть он читает книжки, смотрит подкасты, а у него, допустим, по его мнению, нет денег на то, чтобы пойти к специалисту. Значит, он пока не готов в это идти. Тот, кто готов, ну иди сюда, иди ко мне, моя прелесть. Нет, не пойдешь. Тот, кто готов, он найдет деньги, возможности. А если человек не может найти даже 2 часа в неделю на себя, это уже вопрос к нему, а любит ли он себя? Или он сам себе рассказывает небылицы, что якобы создается бурная деятельность работы со специалистом, но при этом ничего в реальности не меняется. И его поведение и отношение к себе не поменялось в априори. И энергии там на полшишечки, да? А без энергии человек куда? Мы состоим из воды, мы состоим из энергии. Квантовая физика, мы состоим просто вот из атомов, да, молекул, частиц. Мы Если же не просто присмотреться глубже, мы вообще ни из чего. Да, мы клетки, ну, мы клетки, мы энергия, и как бы каждая клетка, она распространяет что-то свое, да? Клетки. Вот это очень интересно мне вообще. Как это вот мы так Клеточная развились, память, Да, вот это что- вот все. Но если ты уйдешь глубже, я не буду, конечно, сейчас биологию тут курс рассказывать про клетки, да, но если ты посмотришь строение клетки, у нее же тоже своя идет, Электростанция, да. перевариватель, Ну, то есть, да, это тоже живой организм. машина. А представь, вот мы, сложный организм, даже наш мозг, если расковырять, это вообще сложная вообще такая машина, Да. которая перерабатывает дохера информации, дохера энергии и выдает еще новые нейроны. И это все клеточная история, это клеточная биология, Мгм. это квантовая физика, потому что клетки тоже с энергией. Они же не просто такие пип-пип-пип, да, у них тоже заряды есть свои. И они тоже как-то соединяются, создают что-то, электроимпульсы пропускают, да. Это если только на мозгу, да, пройти. А прикинь, сколько кровь наша, да, вот наш организм, сколько крови прогоняет, сколько там историй происходит. И если человек все время «я унылая какаха, и все так плохо», то у него и организм будет часто болеть. Чем себя кормишь, то потом будешь пожинать. И вот сейчас, например, тоже время для жизни в априори, когда не надо шашлыки-машлыки вот эти, да, а именно момент весны, когда ты засаживаешь зерна, когда ты осенью, ну вот лето ты поработал, поухаживал за Шашлыки. этими, да. Но сейчас действительно вот Пасха пошла, все на шашлыки поехали, да, куличи, яйца, да. Потом что там, Майские праздники. майские праздники еще другие будут, да. В Корее их, конечно, не так много, но все, наши майские праздники закончились, да. Вот. Обычно все летом уезжают куда-то отдыхать, моря, океаны, Мальдивы. А сейчас, наоборот, такое время, просто такой период прям плодотворный, когда весь май необходимо поработать, когда летом надо поработать, чтобы осенью собирать те самые урожаи, которые ты посеял весной В и общем, не летом. стрекозой быть, а муравьем, да? Да, а люди хотят здесь и сейчас все получить вот так вот по щелчку пальцев. Я помедитирую, повизуализирую, и все сработает. Да ни хера не работает, если ты не поменял себе мозги. Ну, камон, это детская история. Волшебные пилюльки. Без действий, без мышления и без энергии, и без понятия, что ты хочешь, у тебя ничего не сработает. Вот и все. Это точно. Я наблюдаю за своей супругой, и вот сейчас такой период она проходит, когда она прям начала действовать, там, предлагать фото, ну, какие-то свои услуги. А до этого она почему-то как бы, ну, не могла. И каждый раз, когда я пытался ее подтолкнуть на это, ну, я какое-то, ну, отторжение было, то есть ругачки, вот это давление. И я понял как бы одну вещь, то что, ну, лучше я сделаю так, чтобы у нее была возможность этим заниматься, если она сама захочет. И как бы, ну, и просто буду поддерживать. И вот так и вышло. То есть она начала
небольшой шаг сделала, и все, и у нее пошло. Новые Я вот сейчас тебе знакомства. продемонстрирую, что это было у вас в прошлом. Оп, груди потрогала микрофон. Вот прикинь, ты жена. Я тебе такая, давай, ну давай, предлагай свои услуги. Что чувствуешь? Ну, давление. А теперь, когда, дорогая, у тебя все получится, я рядом. Как Круто. тебе? Хорошо. Да? То есть я перед тобой, как муж, да, Мгм. вот я твоя жена, я такая, я за мужем, Мгм. мне тут спокойно. А ты ее поставил в детскую позицию вот сюда, Да. перед собой такой, ну давай, бля, давай, ну что не даешь, давай. Ну да, я вот это вот в Чувствуешь, себе и да, заметил, разницу? да. Вот тут такая же история. И когда родители давят, когда социум давит, почему у корейцев очень высокий депрессивный рейтинг, да, Мгм. и суицидальный тоже? По одной простой причине, что на них давление большое. Постоянное, да? Да, и родители в детскую позицию еще вваливаются, либо не сепарируют вовремя детей, а потом, ну, ему 45, а я не могу, блин, его выгнать из своей хаты. И жены у него нет. Да, Вот чё очень часто такое, такое я видел в Корее именно. Мгм. Так вот даже новости были пару, по-моему, месяцев назад. Вся Корея публиковала перевод новостей, что очень много родителей прям страдают от того, что их дети до сих пор в 40-45 лет с ними живут. Мгм. Но если девушки хотя бы они быстрее сваливают с родительского дома, то мужчины они такие буква Ю. Все, живем. Ну, тут же мамка есть, а если еще с женой к родителям переезжают, там была у меня такая клиентка была, но она сбежала от такого мужа, потому что вся семья из нее сделала мамку, Мгм. а в итоге у них детей нет, она не могла забеременеть тоже. И муж тоже в роли детей говорит, так у тебя дети уже, вон, полный дом. Его родители, сестра и он. Вот, 4 дитяти. Да, Это сложно. конечно. И когда человек находится, опять же, не на своем месте, ему и энергия не течет, у него денег нет, здоровья нет, и детей нет, вообще ничего нет. И человек просто страдает, сидит. Так тут такая же история. Ты свою жену, когда ставил в позицию ребенка, Мгм. она такая, я не ребенок. Она мне часто говорила, что ты ведешь себя как папочка. Да. Ну, то есть ты ей тоже, видимо, помогал какой-то аспект проработать в себе, да, взрастить в себе личность, сказать, да, я тебя люблю, уважаю, но, дорогой, я сама давай, ты меня только поддержи, ты мне безопасность создай, а я смогу. Ну, как обычно мужчины делают. Но Девушке это нужна задача поддержка, мужчин. а мужчина как бы сидит такой и начинает проблемы решать. Да. Ты просто поддержи, да? Не Но знаешь, обязательно. тут я немножко не соглашусь, потому что поддерживают родители все равно. Мгм. А тут просто необходимо вот сказать, я рядом, и я верю, что у тебя все получится. Я рядом. Но поддержка, я имею в виду, не родительская, там типа, ну ты молодец, Мгм, да. тю-тю-тю, в зёбку давай подую тебе, тю-тю-тю-тю. Показать, что ты веришь. Да, что показать, что всё ты получится. все равно здесь, и она не одна. И сказать, дорогая, ты замужем. Вот, поэтому, да, когда человек ставит кого-то не в свою позицию, тогда он получает вот эту вот, знаешь, не кошечку, вот если в отношении не женщину-кошечку, да, вот это вот растянутую, вот это в пространстве плавающее, а вот это на дыбах, вот эту вот, падла, я тебя урою, я тебе разодрать морду готова, да? Вот, то есть ты понимаешь, да, разницу, что женщины, они, по сути, как женщины-кошки. Если ты против шерсти и начнешь гладить, она тебе коготки покажет. Мгм. А если ты просто будешь рядом, погладил, поцеловал, любви дал, приобнял, просто вот чувство безопасности базовой женщине даешь, она капец как раскрывается. Из нее столько любви, столько вкуса жизни и радости сразу льется. Мгм. А когда женщина вот в этом мужской энергии, да, пребывает, особенно в Корее, да, часто видели вот этих вот я и баба, и мужик, да, Да, вот да. и чешет на работу, да, Мгм. советская картинка женщины. С 2 пакетами домой Да. после работы. Да, так понимаешь, поэтому как бы и я, например, счастливых кореянок, ну, не вижу я, Именно местных? местных. Мгм. И даже если не местные, я сама могу сказать, что из-за вот зеркальных нейронов, когда только-только переехала в Корею, у меня тело перестраивалось под походку женщин местных. А это вот, знаете, походка у них, как будто бы яйца между ног. Да, Да-да-да. странная И они походка. ходят вот так. Ну, И то любят есть, на корточках ну, посидеть. сейчас будет демонстрация. Они ходят вот так вот.
Да-да-да. Не ходят женщины у них вот так, понимаешь, чтобы прям походка Если птицы так была. девушка пройдет, по-моему, все взгляды мужчин на нее только будут. Вот я так хожу, и уже надоело мне собирать взгляды. Очень часто они начали попадаться мне, вот. Но я это про то, что, да, тут на женскую вообще, в этом социуме на женскую энергию даже фокуса нет, потому Мгм. что женщины забрали яйца у мужиков в свое время после того, как война произошла последняя, да, и с колен тоже страну поднимали, как наши мамы и наши бабушки после Да-да-да, войны. похожая ситуация. То есть мы-то вроде думаем, что мы с корейцами разными, а ни хера. У нас очень много общего на Мгм. самом деле. Мгм. Но только наше общество, они идут в эту глубокую тему развития, поменять вот внутреннюю женщину, раскрыть больше, да, правильную пропорцию выстроить, быть женщиной в первую очередь, а не вот этим вот скакуном, да, с пакетами. И мужчины, они же почему здесь меркантильные? Потому что им даже не дают права открыть рот. Они мстят мамкам через женщин, с которыми они встречаются. 50/50 делят. Они не Мгм. равноправие, они гендерное равенство выстраивают. Сами мужчины хотят Сами это. мужчины и сами женщины. Мгм. Но мы по биологическим настройкам, все хорошо, пускай летает. Ну, кому она мешает, да? Мы по биологическим настройкам никогда не будем по гендеру равными. Это 100%. И как бы даже если на древнюю историю перейти, мамонта не женщина приносила, а мужчина. Но и к мужчинам не надо относиться как к потребительским подходам. А в Корее это чисто бизнес. Брак — это бизнес. Спят, сексом занимаются для детей. Ну, чтобы родить детей, все. Они больше не занимаются сексом для удовольствия. Вот женщины не отдают свою энергию, чтобы мужчины росли. Финансово благополучие, Только контракты. дай. Да. А кто все время говорит дай? Дети? Странно, что так получилось, потому что буквально недавно, ну, можно так сказать, женщины в Корее вообще... Я просто недавно книгу читал про это. Автор, я не помню. Вот она на тебя прилетает. Ну что ты, ну она Отстань. тебе... Ну иди ко мне. Не хотите. Ну ладно. Книгу, Автора да. не помню, но это как раз женщина, и она свою тяжелую историю рассказывала о том, что женщинам даже нельзя было смотреть мужчине в глаза. То есть Да, перед это было мужчиной раньше. Я они вот понимаю, все почему вниз, они... и как бы вот пока мужчина не разрешит, и вообще без разрешения ничего. Так у нас также было на Руси. Не в те же Хотя, годы, как у них, но раньше так же было. да, ну у них, получается, это было, ну вот, в военные годы. Это не так давно. И как бы вот как это так резко перестроились они, что вот прям равноправие, как ты сейчас говоришь, вот они пытаются выстроить вот это все пополам. Но вот давай откровенно поговорим. Женщина обиженная — это опасная женщина. Вот эта женщина, которая через силу вот это вот стоит, да, и пока ей мужик не скажет, поднимай глаза. Вот это вообще сама по себе вот эта поза, она о чем? Но это как унижение, наверное, я не знаю. Чувство вины, что я женщина, это дискомфорт, да, это непринятие того, что вот так, да, что мне надо, оказывается, прислуживать мужчине. Мгм. А кто хочет, ну, как бы, какое понятие к прислуге вообще в социуме сложено? Ну, не считается, Какая так скажем, женщина да. может сейчас даже своему мужу ноги помыть? Это же сразу, боже, М. я что, слуга тебе, что ли? Ну, понимаешь, да? То есть, а где же это базовое уважение к мужчине? Оно тогда уже заложило вот эту обиду и чувство вины, что она женщина. И что самое можно, вот опять же, про мотивацию от, да? Через агрессию, через обидеть кого-то, причинить боль. Какая женщина тогда будет в нынешнее время? Не до женщина. Точно. Поэтому и они вот в свои 45 лет говорят вот это вот эгги стайл, да? Ня, упа. Это такой, боже мой, как же хочется переехать этой женщине. Вот, ну, в общем, вот из-за этого, как бы, из-за того, что неправильно в априори история сложилась по отношению к мужчинам, и мужчины себя некорректно к женщинам проявляли, потому что настоящий мужчина, он уважает свою женщину, он понимает, что она ему дает энергию, что благодаря ей он продвигается выше, выше, выше.
А мужчины что тогда? Самоутверждались. Ну, если женщины вот так вот стояли, да, и как бы если женщина вот это вот писатель написала в таком контексте, Мгм. то значит там не был мужчина, который уважал бы свою женщину. Ну, так и было. Избиение, ну, домашнее Да, насилие. это вот кто? Психопаты. Это Мгм. кто? Жесткий абьюзер был, да. Да, недомужчины. Настоящий мужчина руку на женщину не поднимет, а поднимает тот, кто чувствует свою вот эту уязвимость и не хочет ее показывать. Поэтому и Мгм. начинается вот это вот, понимаешь? Мгм. Издевательство над женщинами. И это очень большая тема, а бытовое насилие, оно до сих пор как бы Сейчас нелегкая это, тема, сейчас это да. на хайпе Да, с да. казахстанскими событиями. Ну, еще до казахстанских, действительно, Марк Бартон, он в своих видео статистику, когда предоставляет о том, сколько женщин погибает каждую минуту от домашнего Мгм. насилия, Мгм. ты просто вот в ахере сидишь, типа, что? И каждую минуту, нет бы там через несколько там дней, каждый день, там месяц, а там каждая минута. И Да. это большая тема, которая вот, ну, она должна была выйти в свет. И благодаря казахстанским историям, да, вот которая произошла там, это же не просто так произошло. Значит, все, этому надо выйти вперед и что-то с этим надо делать. Но Мгм. не в больной форме, как вот здесь, да, феминизм кривой, а в нормальной форме. Есть, да, адекватные женщины, которые Да. Не, осознают есть это. здоровый феминизм. Да. Да, бы. да, да, есть здоровый феминизм, а есть вот, ну знаешь, я, например, встретилась с другом в Шанхае, Мгм. и мы с ним начали разговаривать про семейные ценности. Говорю, вот скажи, ты как человек из Израиля, да, вот мужчины и евреи — это мужчины, которые ориентированы на семью, и они понимают ценность жены, ценность семей. И я у него спросила, какая у тебя вот история у родителей? Он сказал, нет, ни измен, ничего, все хорошо, они вот сколько лет живут, мне уже 30, они еще до моего рождения, да, поженились и там Мгм. жили-были вместе. Говорит, все хорошо, у меня здоровая картинка семьи. У меня, например, другая картинка семьи, да, я выросла без папы, папа все равно изменял своей жене, ну, с которой они там жили, да, в то время, когда он был жив. И как бы и мужчины в роду с папиной стороны, они, ну, чуть ли не все изменяли, ну, давай Мгм. так скажу. По-моему, Лив сейчас приедет. Да. Да, и, в общем, как бы, когда я спросила про финансовую историю, мне друг сказал, знаешь, я люблю платить за женщину, потому что я знаю, что я в ответ получу. Но если моя женщина, которая реализована, хочет мне какой-то подарок сделать, я это приму. Мгм. И я считаю, что это очень чистый, откровенный ответ необиженного пацана, Мгм. который знает, что женщина даст ему энергию Да, да. и продвинет его туда. Она не то, что даст, она как блок питания, она усилит ее, генератор. Да, то То есть, есть ту энергию, которую ты в виде денег даешь, она ее усилит и да, стократно тебе ее вернет. да. И Вот. когда во время секса пары занимаются сексом, и если у женщины нет доверия к мужчине, и у нее напряжение, она даже вот после эякуляции, да, она не принимает эту выброшенную энергию мужчины, Мгм. и как бы и у него это не переваривается, это болтается просто в воздухе в виде претензий от женщины, и она его еще больше просаживает. И когда это все в расслабленности, в доверии, в уважении, и женщина наслаждается, может расслабиться, и мужчина стремится к тому, чтобы она удовольствие тоже получила, а не так, что мастурбация письками, да, произошла, бурная деятельность произошла, а никто не рад, да, после нее. И признак, что, допустим, нет энергообмена, это то, что мужчина сразу после секса вырубается. Мгм. А если Такое, мужчина... это прям как мем. Да. Да, Ну, типа, закурил и все. да, да. Попробуй Да. не вырубиться. Да, да. Но я понимаю, сейчас время совсем другое, совсем, ну, другое время, то, что нам больше надо прикладывать усилий, чем даже нашим родителям в свое время. Но я про то, что это будет прям жесткий показатель того, что ты мужчине вообще никак не помогаешь, что тебе дохера обид. А если еще и претензии, там типа ты криво полку привинтил, Мгм. да ты карниз прибил, он отвалился. Да я сама. Да я сама, да, это вот самое Отойди. такое, когда стояк у мужика падает, я сама, да, ты все, ты уже потерял свое право, да.
Вот это да, это вот про то, что не происходит обмена, а по чакрам, по энергии это тоже важно. И в паре это порой вообще не воспринимается как что-то серьезное, к сожалению. Вот, поэтому сексом правильно тоже надо заниматься, уметь правильно заниматься. В Корее, например, табуирована тема секса, что слово секс они на улице боятся сказать, типа, кто-то узнает, боже мой. Это странно, потому что возле крупных городов, возле Йоко стоят эти магазины с этими девушками, как бы, на Красные показ. фонари, да. Да, прям, ну, я не знаю, Да, там для кого недалеко это от секрет. Йойда, да. Не для тоже кого это не видела. секрет, я думаю. Мгм. Да. Как бы, и здесь такое табу, секрет. Ну, типа, у них тоже, ты же помнишь, Как-то сексом вот так на занимались для весах. детей. Не просто же они там в удовольствие занимались, а чтобы продолжить род. Все это. А это муладхара, это базовое продолжение рода. Все. А сейчас в Корее демографический кризис, да? Ну, а почему вопрос, да? А почему? А кому это надо? Да. Растить детей, это тяжело, сложно. И когда они сами еще дети ментально. Да, я Дети еще с детей мамой не- живу. да. 45 Ну, я лет. еще слышал, что такое происходит именно с цивилизацией, ну, не только цивилизацией, а в целом со странами, которые начинают прогрессировать, и вот почему-то население начинает, наоборот, падать. Типа люди лучше стали жить, Больше но- для себя хотят. да, больше хотят свою жизнь как бы обустроить, чем там заводить детей. Мне кажется, из-за неудачного примера в собственной семье многие люди не хотят повторить родительский опыт. М. И они боятся, что они не удовлетворят своего партнера, либо изменят, как их папы изменили, либо мамы. Вот, то есть это такой момент, это тоже надо вглубь смотреть. И про демографический спад, на самом деле, я слышала еще эту новость в 2010 году, что корейская нация скоро вот пропадет с японской нацией. А китайцы, они тоже, я вот в Китае У них была, тоже у кризис. них такая же история. Хотя это самое большое по численности Индия уже населения. обогнала, кажется. Да, Индия и Китай — это вот два топ. Мгм. Но Китай, я спросила у китайцев, кстати, когда в Шанхае была, говорю, а почему? Вот за мной сидела вот мой друг, да, из Израиля, его соучредитель по компании китаец парень, и его невеста сидела за моей спиной. Прекрасные люди, но я у них спросила, а почему вы детей не хотите? Они такие, жилье дорогое, образование дорогое, денег много надо, и вообще жизнь дорогая. О, пара-пара-па. Я не хотел бы покупать такую камеру. Ну что, Бери Кенон, вот такую. Я 30 минут смело, я знаю, что сейчас вот 30 минут, все, подошел, можно дальше. все нормально. Ну, такие темы глобальные. Ты ее любовью. Из сердечка в ее сердечко. В чем проблема? Оно не показывает. Жизнь тяжко. Это же японская камера. Она такая, я триггернула. Все, анде. По-корейски. Да. Так что да, тут на самом деле действительно очень много аспектов, когда спрашиваешь уже напрямую у людей. И, например, когда я спросила своего друга, человека из Израиля, да, он сказал, а я наоборот детей хочу. И у них в его семье 4 детей. Я такая, вот такую семью я хочу. Вот такого мужчину можно как бы подумать, да? Вот, поэтому, ну что, хлопаем? О, как синхронно опять. Так, тогда как? Может быть, будем финалить уже? Ну да, или- что? Может, еще какие-то вопросы есть? Я бы их все разобрал, но мне кажется, мы 100% увидимся еще раз и запишем еще. Сегодня мы погрузились в такую глубину, даже немного позанимались коучингом, да, на примере. Прости, в открытую было все. Да. И чуть-чуть задели тут. Это очень, такое эмоционально, интересное зрелище было. Посмотреть лично, поприсутствовать в таком. Я думаю, закончим на приятной ноте по поводу детей. Те люди, которые хотят как бы побольше детей, это здорово, это классно. Я думаю, всем бы нам
Люди, размножайтесь, да? Всем бы нам такого желания, да. Positive message, да? Да, да, наши гены как бы для этого нас и создали, Мгм. чтобы мы их продолжали свой род. Вот. Очень было интересно. Благодарим тебя за столь теплую и увлекательную беседу. Да. Мы очень были рады, что ты присутствовала здесь сегодня. Поэтому я думаю, Инстаграм, Инстаграм да, можно, будет да, да. Инстаграм, да, Анастасии. Мгм. Мы его прикрепим. Та-да-да-да. Ставьте лайки, подписывайтесь, да. И желаем вам успехов в вашей жизни. Я надеюсь, то, что мы сегодня проговорили, поможет. Ну, не Любите надеюсь, себя, я, да. я уверен. Да, спасибо тебе, Настя, огромное за личный такой сеанс мини. Это Вот. было только начало. Я раскрою карты. Я так не так глубоко На прошлась. полшишечки. На полшишечки, В да. общем, да, ребят, короче, мы приглашаем Настю, чтобы закрыть какие-то свои вопросы и, так сказать, бесплатный сеанс получить. Вин-вин произошел. Да, окей. Да. Так, это был Домокаст. С вами его ведущий и Анастасия. Всем пока. Пока-пока. Благодарю.